Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом батона. И если вам кажется, что приготовить батон дома совершенно невозможно, то срочно смотрите это видео, и вы поймете, что батон может приготовить абсолютно каждый. На моем канале уже есть видео приготовления хлеба, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Для приготовления батона нам понадобится не так много ингредиентов, список вы видите сейчас на экране, а также в описании под этим видео я оставлю точно такой же список, который вы сможете детально рассмотреть и записать все необходимые ингредиенты. Итак, начинаем приготовление. Берем чашу для миксера, высыпаем всю муку, добавляем сухие дрожжи, сахар. Перемешиваем все венчиком, добавляем соль и теплую воду. Затем растительное масло и перемешиваем все венчиком. Для замешивания теста нам понадобится планетарный миксер. Вручную будет довольно сложно вымешивать тесто, но вы можете попробовать, напишите в комментариях потом, что у вас получилось. Итак, нам нужно все перемешать. Я использую насадку крюк. Сначала вам может показаться, что тесто получается слишком плотно, ничего не получается, но наберитесь терпения, и спустя несколько минут ваше тесто хорошо соберется в ком, и уже потом можно будет продолжить вымешивать тесто руками. Переходим на рабочую поверхность и слегка разминаем наше тесто. Оно должно быть однородным, не липнуть к рукам и хорошо собираться в шар. Посмотрите, какое упругое получилось тесто. Значит, мы все сделали правильно. Берем чистую емкость, перекладываем наше тесто, накрываем пищевой пленкой, либо же полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. Наше тесто должно хорошо подняться. Итак, прошел 1 час. Посмотрите, какое пышное получилось тесто. Оно хорошо поднялось, стало довольно волокнистым. Значит, мы все сделали правильно, и батон получится что надо. Если же ваше тесто не подошло, к сожалению, дрожжи либо испортились, либо некачественные, поэтому придется сделать все еще раз. Итак, разминаем тесто. Из этого количества я буду готовить 2 батона. Они будут небольшие, мне так больше нравится, но если вы хотите приготовить один большой батон, тогда не нужно вам тесто делить напополам. Я же разделила тесто на 2 части по количеству моих батончиков. Раскатываю тесто. Оно у меня должно получиться прямоугольной формы, насколько это возможно. И теперь скатываем вот такой вот рулетик. У вас получается вот такая колбаска. Не пугайтесь, что она слишком тоненькая, на самом деле это будет наш батон. Перекладываем наш будущий батон на противень, застеленный пергаментом, и переходим к раскатыванию второго будущего батона. Делаем все то же самое, раскатываем и сворачиваем в рулетик. Не делайте слишком маленькие батоны, лучше все-таки, чтобы он был побольше и попышнее. Теперь накрываем наши будущие батоны полотенцем и оставляем в теплом месте на 40-50 минут. За это время тесто хорошо поднялось. Теперь острым ножом нужно сделать вот такие разрезы по диагонали. Именно эти надрезы говорят нам о том, что перед нами настоящий красивый батон. Обязательно берите очень острый нож, иначе вы можете помять батон, и надрезы получатся некрасивые. Духовку разогреваем до 220 градусов и отправляем выпекаться наши батоны на 25 минут. За 5 минут до готовности батоны необходимо смазать яйцом. Заранее слегка взбалтываем яйцо вилочкой. И через 20 минут достаем батоны.
Быстренько еще горячие батоны смазываем яйцом. Обязательно смазывайте со всех сторон, не только сверху, обязательно сбоку, чтобы батон получился глянцевый и красивый. И отправляем снова в духовку на 5 минут. И вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Батоны очень красивые, глянцевые, мягкие, конечно, они еще горячие. Рекомендую дать им остыть полностью, потому как если вы будете разрезать горячий батон, то вы не поймете, какой на самом деле по вкусу он получился. Поэтому наберитесь терпения, и уже когда батон полностью остынет, можете его нарезать. Я признаюсь честно, я разрезаю сейчас теплый батон, потому что мне не терпелось посмотреть, что же там внутри. Вы видите, что мякиш кажется влажным, потому что я не дала ему остыть полностью. Но когда уже батон остынет, у него будет красивый ровный срез. Запах стоит просто невероятный. Поверьте, батон получается очень вкусный, мягкий, и есть вероятность, что вы его съедите очень быстро. Если же вы планируете хранить батон несколько дней, то обязательно храните его в холодильнике. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно поделитесь в комментариях, что у вас получилось. Мне будет очень интересно почитать. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.